Под действием силы F равно 90 ньютонов, приложенной под углом 60 градусов к горизонту, чемодан массой 30 кг движется равномерно. С каким ускорением будет двигаться чемодан, если ту же силу приложить под углом 30 градусов к горизонту? В задаче есть такие данные. Масса чемодана – это 30 кг, и сила, которая действует на него, равна 90 ньютонов. Один угол альфа-1 равен 60 градусов, и второй угол альфа-2 равно 30 градусов. В задаче требуется узнать, какое будет ускорение, если приложить эту силу 90 ньютонов под углом 30 градусов. Первое, что известно, это то, что под воздействием силы 90 ньютонов и приложенной под углом 60 градусов чемодан двигается равномерно. Горизонтальная поверхность и находится чемодан. Сила действует под определенным углом к горизонту. В данном случае это таким образом. Вот это будет угол, под которым действует сила. Рассмотрим все силы, которые действуют на вот этот чемодан, с учетом того, что сила F действует под углом к горизонту 60 градусов. Вот этот угол альфа пишем 60 градусов. Так, в первую очередь на чемодан действует вес его P. Понятно, что сила, которая действует под углом 60 градусов, можно разложить на две составляющие. Одна составляющая направлена вдоль, а вторая составляющая будет направлена вертикально вверх. Обозначим это как в тяге, а это обозначим как нормальная составляющая, которая пытается приподнять этот чемодан вверх. Если эта составляющая приподнимает этот чемодан, она будет, естественно, меньше P, потому что он же не уходит далеко, то чемодан теперь будет давить на поверхность с меньшей силой. Можем сказать о том, что вот это значение N, она будет уменьшать давление чемодана на поверхность. С другой стороны, чемодан пытается потянуть вот этой силой F тяги, которая является составляющей. Мы разложили эту силу F на две составляющие. Можем записать, чему будет равна эти составляющие. F тяги равно F умножить на косинус альфа, потому что прямоугольного треугольника отношение этого катета к гипотенузе это будет косинус. F тяги равно косинус альфа. А n будет равно значению синуса, потому что оно противоположное. Катет, который лежит против этого угла, отношение этого катета к гипотенузе это будет синус. Это n будет равно f умножить на синус альфа. Вот эта часть, мы сказали, уже немножко приподнимает. Весь предмет, она действует противоположно весу чемодана. Существует еще F трение. Мы равна F трение. Если чемодан движется равномерно, без ускорения, тогда F тяги будет равно F трение. Чему равно F трение? F трение будет равно тому давлению умножить на коэффициент, который создает разность этих двух сил. P. Отнимем значение N и умножим это дело на коэффициент трения, будет равно F трение. В данном случае, когда чемодан двигается равномерно, F тяги будет равно F трение. Мы тогда можем узнать, какой же будет вот этот коэффициент трения для будущего. Давайте определимся. F трение у нас вот записано. Вместо n подставляем вот это значение. F тяги подставляем это значение. Получаем F тяги равно F трение. В таком соотношении тело движется без ускорения, а движется равномерно. Потому что все силы, которые здесь, в конечном итоге, если посмотреть на вот эти все равенства, они компенсированы. Движение тела равномерно говорит о том, что все силы друг друга компенсируют. В данном случае горизонтальная составляющая этой силы, которая действует на чемодан F тяги, будет равна силе F трения. Они друг друга тоже компенсируют. Итак, F тяги запишем. F косинус альфа будет равно коэффициент трения, вес тела P. Это будет m. Напишем сначала P и минус вертикальная составляющая этой силы m. Подставим сюда значение вместо P, подставляем значение m умножить на g, и n подставляем вот это значение, которое мы имеем с этого треугольника. Итак, f косинус альфа равно m умножить на mg минус f на синус альфа. Отсюда можно узнать μ. В центре не будет равен f косинус альфа поделить на mg минус f синус альфа. И равно. Подставим эти значения, которые касаются этого угла в 60 градусов. В данном случае рассматриваем минус 60 градусов. 90 умножить косинус альфа, косинус 60 0,5. Делим на m30. Здесь у нас будет просто ньютоны. Здесь у нас 30 килограмм, что умножится на 9,8 метра за секунду в квадрате. И минус 90 ньютонов умножится на синус альфа. В данном случае синус альфа равен 0,866. И запишем здесь еще раз 90 на 0,5 делить на килограммы на метр на секунду в квадрате. Это тоже будет ньютон. Поэтому 30 на 9,8 ньютонов минус 90 на 0,866 тоже ньютон. Видно, что ньютоны везде сократят. А тут можно вынести за скобки сократить. Все ньютоны сокращаются. Итого мы получаем приблизительное значение 0,208. Для этого случая, когда тело движется равномерно, и мы посчитали о том, что коэффициент
коэффициент трения в данном случае равен 0,208. Пишем так, μ равно 0,208. Это мы для угла 60 градусов посчитали. Теперь мы посмотрим для угла 30 градусов, что происходит. В данном случае можно нарисовать другую картинку, чтобы было понятно, почему будет тело двигаться с ускорением. Здесь тело чемодана, угол, естественно, будет меньше. Получается нормальная составляющая, которая перпендикулярна движению тела. И вот эта горизонтальная составляющая, вот это F тяги будет. А здесь будет M. Как видно даже из рисунка, что увеличилась составляющая, которая составляет тягу, и уменьшилась та составляющая, которая приподнимает немножко тело чемодана. Вес остается прежний. Что здесь поменяется? Поменяется и сила трения. Почему сила трения поменяется? Потому что сила трения мы записали, что это μ P минус n. N здесь уменьшилось. Видите? Даже по рисунку видно, что оно уменьшилось. Даже можно сказать о том, что если раньше n равно p на синус альфа, то синус альфа был 0,86, а здесь синус альфа половинка, то есть n уменьшилось намного. Тогда у нас получается, что f тяги будет немножко больше, чем сила трения, и будет создаваться ускорение для чемодана. Можем написать следующее равенство. F тяги минус F трения равно масса чемодана умножить на его ускорение. Отсюда ускорение равно F тяги минус F трения, разделенное на массу. Подставим эти значения. Практически вид у нас получается, что трение такое же, разница только в значениях. F тяги у нас будет такой же тоже. F на косинус альфа минус. А что у нас в минус? Вот у нас получается F трения минус μ, коэффициент трения, умножить на mg минус F синус альфа и делить на массу. Теперь давайте будем подставлять эти все значения, которые в данном случае известны. Равно F это 90 ньютонов, косинус альфа, косинус 30 градусов. Это будет 0,866. Минус коэффициент трения 0,208. Множится на mg остается прежнее. 30 килограмм на 9,8 метров за секунду в квадрате дает вместе ньютоны. Минус 90 ньютонов умножится на синус альфа. Синус 30 градусов это 0,5. И делить на массу. Масса это 30 килограмм. Получаем. Здесь у нас ньютоны. Здесь у нас тоже ньютоны. Ньютон делится на килограмм. Давайте немножко посчитаем, а потом будем приводить это в размерность. 90 умножить на 0,866 будет приблизительно 77,94 ньютона. Минус 0,208. Здесь у нас в скобках получается 294. Уже говорили, килограммы на метры на секунду в квадрате это ньютоны. И минус 45 ньютонов. Делить на 30 килограмм. Ньютоны, если вынести за скобки, мы можем дальше написать равно такое значение. 77,94 ньютона минус, перемножим это все, 51,79. Вот здесь вот напишем ньютоны, что делится на 30 килограмм. Мы получаем 0,87 ньютон делится на килограмм. Либо равно 0,87. Что такое ньютон? Это килограмм на метр на секунду в квадрате. А теперь здесь еще 1 килограмм. Килограммы сократились. Мы получили значение 0,87 метров за секунду в квадрате. Мы получили 0,87 метра за секунду в квадрате. Так, подведем итоги решения этой задачи. В первом варианте, когда нам было сказано о том, что под силой, приложенной к углам 60 градусов, тело движется равномерно, тогда сила тяги равна силе трения, получается. Сила трения учли о том, что эта сила F раскладывается. Мы получили коэффициент трения 0,208. Теперь, используя коэффициент трения в данной ситуации, сила тяги увеличилась, здесь немножко уменьшилась. Сила, которая поднимает тело чемодана вверх, трение тоже изменилось, потому что трение у нас будет равно P минус сила тяги умножить на μ. μ мы узнали, чему будет равно 208. Так вот, разница этих двух сил дает ускорение тела чемодана. Отсюда ускорение мы уже подставили данное значение, получили 0,87 метра в секунду в квадрате.